Всем привет! Обслуживание, параметры воды и размер аквариумов. 200-литровый, длина 1 метр, высота 50, глубина 40, 100-литровый, длина 80 сантиметров, высота 40, глубина 32. Свет 200-литровый, 100 Вт, 2 светодиодных матрицы по 50 Вт, 6000 кельвинов. Свет включается в час дня, выключается в 19 часов. 100-литровый, свет, 50 Вт, светодиодная матрица, 50 Вт, 6000 кельвинов. Свет включается в 12 часов дня, выключается в 19 часов. Подается углекислота круглосуточно. Грунт, горелик, аргелитовые породы, фракция грунта 2,5 мм. Вода в кране, общая жесткость 6, карбонатная 4. В аквариуме общая жесткость 6, карбонатная 4. Вношу удобрения 3 раза в неделю, калий, нитраты, фосфаты. Микроудобрения вношу 1 раз в неделю, в минимальных количествах. Все удобрения самомес. Подмена воды 3 раза в неделю, 200-литровый, 20 литров за раз, 100-литровый, 10 литров за раз во время обслуживания. Фильтрация 200-литровый, помпа с губкой 8 Вт, 100-литровый, помпа с губкой 5 Вт. Я долго думал, где ключ к успеху в аквариумистике. Мой жизненный опыт 60+. Копировать и подражать успешному аквариумисту – это тупиковый путь. Я сам это прошел. Вам нужен свой опыт, то есть лично наработанный опыт. Позвольте дать вам совет, который будет состоять не в том, как содержать аквариум. Сколько, когда и как чего-то лить или не лить в аквариум. Везде обстоятельства разные. Назовем это философией аквариумиста. Философия – это особая форма теоретико-познавательной мыслительной деятельности человека. Что вам понадобится для этого? Наблюдательность – это один из самых первых навыков, получаемых в детстве. Объективность. Невозможно быть стопроцентно объективным, потому что на нас сильно влияет наше мировоззрение и прошлый опыт. Тем не менее, всегда старайтесь максимально беспристрастно взглянуть на ситуацию, проанализировать ее. Концентрируйтесь на фактах и научной оценке имеющейся информации. Старайтесь, чтобы эмоции окружающих и ваши чувства не влияли на рассуждения. Любопытство. С возрастом мы перестаем следовать врожденному любопытству, но именно оно помогает быть открытым ко всему новому и побуждает углублять свои знания. Чтобы развить его, не принимайте все как данность, а постоянно интересуйтесь, почему вещи устроены именно так. Самоанализ. Самоанализ дает представление о ваших возможных заблуждениях, а также о том, насколько вы внимательны. Аналитическое мышление. Анализ должен строиться на наблюдении, сборе и оценке доказательств. Только после этого вы можете сделать объективный вывод. Способность выявлять заблуждения. Ищите доказательства своих убеждений и проверяйте, заслуживают ли доверия источники ваших знаний. Умение определять значимость информации. Подумайте, актуален ли источник информации, является ли он непредвзятым, не отвлекает ли он от более важной точки зрения. Умение делать предположения на основе фактов. Мы не всегда получаем информацию с разъяснением того, что она значит. Ее нужно оценить и сделать собственные выводы, основываясь на сырых данных. При этом необходимо учитывать возможные варианты развития событий. Эмпатия. Эмпатия – это способность почувствовать и понять эмоции других людей. Сострадание может показаться лишь, ведь сентиментальность и эмоциональность искажают наше восприятие. Чтобы эффективно мыслить, нужно учитывать человеческий фактор. Отсутствие заносчивости. Признавайте свои ошибки и не завышайте свои достоинства. Знание собственных недостатков и сильных сторон – важный элемент, так что не отвергайте чужие мнения без размышления. Готовность бросить вызов существующему положению дел. Не соглашайтесь использовать традиционные методы только потому, что придерживались их раньше.
Ищите разумные ответы и способы, учитывающие всю имеющуюся информацию. Открытость всему новому. Не делайте скоропалительных выводов. Подходите к каждой ситуации непредвзято и принимайте чужие взгляды и мнения. Не вставайте на чью-то сторону, пока не знаете всех точек зрения. Это поможет целостно оценить ситуацию. Творческий подход. Не цепляйтесь за шаблоны. Заводите новые интересы, чтобы смотреть на дело с разных точек зрения. Экспериментируйте и ставьте себя на чужое место. Умение слушать. Старайтесь получить больше информации и понять собеседника, углубляясь в тему и уточняя то, что непонятно. Спасибо за внимание, до свидания и до встречи.